Здравствуйте! Наш сегодняшний ролик будет посвящен миниатюрным пультам. Бренд Italian Stage, если кто не знает, это Proel в лице вот такого маленького мишиного пультика, будет сражаться с уже нишевым мастодонтом, наверное, его так можно назвать, Behringer 302. Кто выйдет из этой схватки победителем, узнаем в конце ролика. Друзья, давай запишем. Здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Поехали! Начальную часть ролика, чисто для сравнения, я запишу с помощью Behringer, а потом мы с вами переключимся на Italian Stage. И там мы с вами будем использовать конденсаторный микрофон AC-T2. Фантомка у нас идет, и расстояние от моего рта до микрофона, где-то 40 сантиметров. Если вам интересен подробный обзор именно на Behringer, то он есть на нашем канале, вот там наверху в аннотации будет ссылочка, и в описании ссылка будет также продублирована. Если интересно, заходите и смотрите. Ну а сейчас мы с вами, наверное, подобьем такое совсем кратенькое резюме по этому пульту. 302 Behringer — это 5 входов, 4 из которых линейные и 1 из которых оборудован микрофоном-предусилителем, то есть это первая микрофонная линейка. Из интересных особенностей здесь есть разъем для подключения не только наушников, но и микрофона от гарнитуры на 3.5 джеки. И, конечно же, главная фишка вот этого пульта — встроенная звуковая карта формата 2х2, которая позволит не только воспроизводить звук с компьютера напрямую в пульт, но и записывать вашу, к примеру, рабочую станцию на компьютере, то, что происходит на мастер-секции вот этого небольшого пульта. Внимание, друзья! Отсюда и дальше весь ролик по звуку мы будем писать с помощью этого пульта. Сравните разницу. 2MX3UB, именно так по паспорту зовут нашего сегодняшнего итальянского друга, хоть и не имеет 5 разъемов по входу, здесь их всего 4, но по функционалу и, главное, по качеству выполнения они превосходят то, что мы с вами можем найти на Behringer. Но давайте смотреть. Первым делом это, конечно же, джеки. Вместо RCA здесь у нас джеки, и это не может не радовать. Второе. На втором канале, прошу прощения за тавтологию, у нас есть кнопка сопротивления. Смена сопротивления по входу, из-за которой мы с вами можем подключить сюда инструменты прямо напрямую в линию. Гитары, бас-гитары, всякое такое. На Behringer так сделать не получится, потому что, я напомню, здесь у нас лишь линейные входы по входу. Да, и еще. Здесь вам может показаться, что у нас имеется всего лишь 3 линейки по входу, но на самом деле их 4. Четвертая линейка — это возврат воспроизведения с компьютера или воспроизведения по Bluetooth с телефона. Физических входов у этой линейки нету, есть только ручка. Допустим, если нам нужен звук с USB, нажимаем на эту кнопку, в положении USB ее переводим, вот эта штука перестает мигать, она горит. Подключаемся к компьютеру, задаем все необходимые настройки входа-выхода и с помощью вот этой вот ручки управляем, какая громкость воспроизведения нам нужна. Естественно, что громкость Windows нужно поставить на максимум и уже после этого управлять ручкой. Если нам нужен звук с Bluetooth, то просто берем обычный телефон, переводим все это дело в режим Bluetooth. Я сейчас не буду переводить, потому что у нас идет запись, чтобы ее не сбивать. Подключайтесь как к самой обычной Bluetooth колонке и уже вот на этой самой ручке регулируйте громкость того, что приходит у вас с телефона. Естественно, что громкость самого телефона, которая вот здесь на корпусе, ее нужно сделать максимальной. И уже после этого вращать ручкой туда-сюда. На борту у Italian Stage мы с вами найдем звуковую карту формата 2х2. Она стандартная, работает со стандартными ASIO for All, позволит нам записывать мастер и что-то воспроизводить на этот пульт, на вот эту самую крутилку, о которой я сказал чуть ранее. По поводу микрофонных преампов, в целом по поводу микрофонного канала. Здесь у нас есть послабление, фиксированное на 20 дБ, здесь у нас есть срез низких частот, ненужных, паразитных, есть эквалайзер на 2 полосы, усиление, крутилка выхода. Кстати, здесь на некоторых каналах, в частности на первом, на канале с эффектами и на мастере, есть мьюты, что тоже достаточно интересно, потому что на Behringer их нету. Итак, по поводу предусилителей. Преамп микрофонный здесь у нас выдает 64 дБ в максимуме. Ручка усиления у меня стоит где-то между 2 и 3 часами. У Behringer преамп выдает 60 дБ в максимальном положении. Сразу затронем тему с эффектами, потому что здесь у нас есть процессор эффектов, здесь у нас процессора эффектов нету. Что за эффект? Это такой дилей-эхо, который давайте и послушаем. Он автоматически обрабатывает все то, что у нас поступает на мастер. Открываем сам эффект.
вариацию первой ручкой. И второй ручкой добавляем громкости. Вот так звучит эффект ровно по середине. Все управляется с помощью двух ручек. Давайте я уведу, чтобы вы послушали мой голос, а потом послушали эффект. Первая ручка, верхняя, она отвечает за вариацию эффекта, за время вот этого самого дилея, вот этой задержки. Вторая ручка отвечает за громкость эффекта. Снова верну громкость. Давайте немножко вариаций. Так, вот еще так можно. Вот так. Максимальное положение эффекта. Можно добавить громкости эффекта. Можно сделать эффект потише. Среднее положение с уменьшенной громкостью. Какое-нибудь минимальное положение, к примеру. И эффект полностью уведенный, мой голос сейчас абсолютно чист. Если подразумевается использование вот такого пульта дома, скорее всего, он и будет использоваться дома, то, конечно же, о записи не стоит забывать, и не стоит забывать о задержке, потому что это достаточно важный параметр. Он отвечает за то, с каким опозданием, с какой задержкой вы будете слышать звук у себя в ушах, допустим, гитары или вашего микрофона, который уже был обработан с помощью плагинов в рабочей станции. Конечно, задержка, это сказано слишком сильно, тут она будет минимальная, и сейчас ее значение вы можете наблюдать прямо на своих экранах. Давайте вернемся к разъему 3.5 для гарнитуры. Что туда можно вставить? Конечно же, гарнитуру, это логично. Или вот как у нас петличный микрофон, он вполне сюда войдет, вполне будет работать. Когда мы вставляем сюда микрофон, он автоматически у нас перекидывается на первую линейку. Этот разъем у нас откидывается, он перестает работать, и мы слышим звук исключительно с нашей петлички. Можем крутить, можем вертеть, и все наши кручения и верчения будут непосредственно сказываться на звуке, который мы получаем. Я, например, получаю с петлички. Такие вещи, на самом деле, достаточно удобные, если вы занимаетесь какой-то онлайн-деятельностью, связанной с трансляциями, с прямыми эфирами, какие-то онлайн-обучения, какие-то вебинары, допустим. Это действительно удобно. Кстати, если мы уже с вами затронули онлайн, то все драйвера, они ставятся автоматически. За исключением ASIO Fall, который вам нужно будет скачать и поставить, если вы хотите все записывать в рабочую станцию. А здесь, если мы открываем OBS, мы сразу же видим нужный драйвер, выбираем на вход и на выход то, что нам необходимо, и все, Italian Stage готов к работе, и вот именно такой звук вы сможете уже получить на вашем прямом эфире. Разъем 3.5 также необычайно полезен в тех случаях, когда вы используете все эти микрофоны с AliExpress. Сюда их можно будет подключить без каких-либо переходников, тут читай без потери полезного сигнала и, естественно, качества вашего голоса. Или инструмента, что вы будете отправлять на прямую трансляцию. Кстати, смоделируем давайте небольшую ситуацию. У нас стрим, у нас музыкальный стрим, есть наш голос, к примеру, но не хватает инструмента. Для этого из второго канала делаем инструментальный, как я уже вам рассказывал, с помощью смены сопротивления. Берем инструментальный проводочек, подключаем его прямо сюда, и второй конец подключаем к инструменту, и начинаем музицировать. Давненько я не играл на гитаре. Как слышите, у нас на записи идет и гитара, и мой голос. Но самое важное — это следить за громкостным балансом. Для этого подключаем сюда наушники и в наушниках слушаем, чтобы ваш голос постоянно был на переднем плане и чтобы он не перекрывался инструментом. Если в этом, конечно же, нету какой-то режиссерской задумки с вашей стороны. Пульты у нас на сегодняшнем обзоре, возможно, внешне кажутся одинаковыми, но на самом деле они действительно отличаются друг от друга. На Behringer, например, нету встроенного процессора эффектов и инструментального входа, так что гитару через этот пульт не запишешь, и не выведешь куда-нибудь, к примеру. На Italian Stage, напротив, нету, к примеру, панорамы, и из этого вытекает то, что здесь в целом весь звук идет в моно. Но во всем остальном, на мой взгляд, вот этот пульт превосходит Behringer. С другой стороны, мне было бы очень интересно услышать, что вы думаете по этому поводу. Напишите, на ваш взгляд, кто здесь побеждает? Behringer или Italian Stage?
Я жду в комментариях. Друзья, это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим на тему про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. 2 микс U3 UB, блин, кто так называет пульты вообще? Итак, 2 микс 3 UB, боже. Разъем 3.5 также очень полезен для тех людей, которые любят разъем... Которые его любят.